привет! Сегодня мы вместе приготовим вкуснейшее печенье Анзак. Оно было придумано в Австралии, но сейчас оно популярно во всем мире. Рецептом с нами поделилась наша подписчица Алина Романюк, за что я сразу хочу сказать огромное спасибо, потому что, приготовив такое печенье впервые, мы остались в диком восторге и поняли, что такой рецепт останется с нами на долгое время. Печенье получается действительно просто суперским, очень вкусным, хрустящим, рассыпчатым, нежным, а рецепт настолько простой, что справится даже начинающий поваренок. Тесто замешивается очень быстро, поэтому сразу можно включать разогреваться духовку на 170-180 градусов и подготовить противень. В большой миске смешиваем 1 стакан овсяных хлопьев. Я беру долгого приготовления, так как они более полезные. 1 стакан кокосовой стружки. 1 стакан муки. В классическом рецепте добавляется полный стакан сахара, но для меня это очень много, поэтому если вы сладкоежки, берите целый стакан. Если любите умеренно сладкую выпечку, тогда берите чуть меньше. Я беру чуть больше половинки, 120 грамм. В качестве ароматизатора можно добавить 1 чайную ложку ванильного сахара, либо щепотку ванилина. А также наша подписчица Алина добавляет цедру 1 крупного апельсина. Также можно добавить цедру лимона или какие-то другие ароматизаторы на ваш вкус. Старайтесь захватывать только цветную часть, потому что белая горчит. И хорошо все перемешиваем. И делаем в центре небольшое углубление. К сливочному маслу добавляем 1-2 столовые ложки меда. Можно использовать и жидкий, и густой, какой у вас есть. Ставим на огонь и нагреваем до полного растворения масла. Как только масло и мед растворились, снимаем с огня. К 1 чайной ложке соды добавляем 2 столовые ложки кипятка, чтобы ее погасить. Если не хотите использовать соду, тогда добавьте 2 чайные ложки разрыхлителя. Добавляем к маслу и меду и хорошо перемешиваем. Смесь вот так начнет пениться, так как происходит реакция соды и меда. Теперь сразу же еще горячую массу вливаем к сухим ингредиентам и замешиваем тесто. В рецепт я внесла небольшие коррективы, добавила чуть больше кокосовой стружки, чуть больше масла и чуть больше меда. Но в описании под видео я оставлю список ингредиентов, и тот, что прислала нам Алина, и тот, который использую я. С виду тесто должно выглядеть вот таким рассыпчатым, но если его сжимать, оно хорошо держит форму и не разваливается. И по желанию можно добавить щепотку соли. Из теста формируем небольшие шарики и выкладываем на противень. Выкладываем печенье на расстоянии друг от друга, чтобы оно при выпечке не склеилось. Размер выбирайте на свое усмотрение, я делаю примерно с грецкий орех. Из этого количества теста у меня получается 22 печенюшки. Первую партию я буду печь шариками, чтобы печенье получилось более пухленьким, а для второй партии я слегка расплющу шарики, чтобы печенье получилось более плоским. Первая партия готова. Это те, что мы выпекали сразу шариками. У меня оно печется примерно 14 минут. Сразу из духовки оно вот такое мягкое и золотистое. Сейчас оставляем его полностью остыть. И вторая партия тоже готова. Вот такие плоские пекутся у меня примерно 9-10 минут. Готовность их проверить деревянной палочкой не получится, ориентируйтесь на цвет, он должен стать хорошо золотистым. Сразу после духовки печенье очень мягкое, вот буквально дотронешься, и оно сразу же продавливается, поэтому сейчас сразу же перекладываем печенье на решетку, чтобы оно хорошо остыло. С холодным молоком или с горячим чаем печенье просто улетит в 2 счета. Хрустящее, ароматное. И плюс ко всему там еще есть полезная овсянка и кокос, в котором тоже есть полезные масла. Ну, допустим, овсяное печенье. И оно такое слегка жующееся получается. Ну, за счет меда, я не знаю, как объяснить. И овсяночка жует. Очень вкусно. И, кстати, вот здесь почти вдвое меньше сахара, чем в классическом рецепте.
Но оно такое хорошо сладенькое, поэтому чем-нибудь не сладким вообще класс. Ну, для сладкоежек в любом случае будет круто. Просто чудесное печенье. В общем, слов нет, есть одни лишь эмоции. Я не знаю, как так случилось, что до сих пор я не знала о таком чудесном, прекрасном рецепте, но я очень благодарна Алине, что она поделилась с нами рецептом такого классного печенья. Для меня оно действительно стало одним из самых лучших, потому что я очень люблю кокосовую стружку, овсяные хлопья и все, что с ними связано. Плюс ко всему в рецепте нету яиц, простейший способ приготовления, все очень быстро, а в итоге получается такая здоровская вкусняшка. Очень приятная, хрустящая, рассыпчатая корочка снаружи, внутри такая, я даже не знаю, как сказать, жующаяся структура, я думаю, это за счет меда. И плюс ко всему, вот эта апельсиновая цедра очень сюда хорошо вписывается. Еще раз огромное спасибо за рецепт. Обязательно пробуйте, готовьте. Надеемся, что такой рецепт вам тоже понравится. На сегодня у нас все. Готовьте с хорошим настроением. Желаем всем приятного аппетита.